Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Na'Vi Brawl Stars, и сегодня наши игроки наконец-то ответят на ваши вопросы и комментарии, которые вы им оставляли. Поехали! С бонусов накопила. У меня в руках Na'Vi карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы КС игроков и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. А еще здесь есть специальный слот не только под ваше имя, но и никнейм. Создай свою Na'Vi карту от Тинькофф. Первый вопрос. Автоатака или наводиться при стрельбе? Хороший вопрос, я думаю, зависит от ситуации и от персонажа. У кого-то есть сильные стороны прям с автоатакой, но какие-то стрелки больше выцеливать должны. А я люблю автоатаку. Хорошо, на каких героев 100% нужно только наводиться? На Пайпер, например. Да, Брок это тоже, ты не попадешь издалека тапом вообще никак. Гаджет Мортиса пора фиксить? Не. Такой он среднестабильный, типа, если ты все равно залетишь на нем в неправильный момент, он тебе никак не поможет, поэтому я бы не сказал, что он дисбалансный. Была мысль создать Академию Na'Vi по Brawl Stars? Была идея? Не, у меня не было. Блин, это вопрос больше, наверное, к Na'Vi, но в целом вы бы хотели создать такую штуку? Было бы круто. Да, я думаю, много достойных ребят есть, которые могли бы тоже жару давать. Но, короче, не наш, так сказать, вопрос, да. Какие планы на турниры? Что у вас в планах в будущем? Топ-1. И все. Какие у нас следующие турниры просто по расписанию идут? Сейчас вы играли Трова Титанс, по-моему, правильно? Да, у нас QS Cup, нужно плей-офф отобраться. А если вообще о турнире говорить, наш основной план это вот сейчас устаканиться с 4 игроками, понять, кто где, как отыгрывать должен. В плане того, что есть турниры, там, где ты проходишь чекин, и 4-й игрок уже не будет допущен, то есть приходится играть с 3, потому что ребят часто спрашивают, почему именно того не было или этого на матч. Но есть такие правила, что нельзя меняться между сетами. Есть турниры, где можно, и вот эта вся неразбериха, нужно чуть ее порешать и, конечно же, рвать все турниры. Хорошо, пока Джейсона с нами нету, ответьте вы. Это, видимо, очень интересующий вопрос. Сколько лет Джейсону? Ему 16 точно есть, я думаю, 17 в этом году, по-моему, должно исполниться, если я не ошибаюсь. Надеюсь, вы правильно ответили. Он не будет на вас обижаться. Так, хорошо. Есть ли у вашего состава тренер? Да, есть. Но я так понимаю, это же, он не указывается нигде, как ваш официальный тренер? Ну, получается, да, конкретно. Мы с ним давно уже работаем. Есть тоже небольшие там непонятки, но стараемся улучшать все аспекты. И у нас тренер есть, он, правда, говорит только на английском, но и на немецком. Но мы тогда на немецком шарим, поэтому еще и приходится языковой барьер преодолевать. Потому что если мы играем турниры, мы всегда говорим только на ру. Это всегда быстрее происходит, и многие вещи он может не понимать, потом что-то он может говорить, мы где-то в суете можем не расслышать. Нелегко дается, но стараемся. Как можно хорошо научиться играть на Мортисе? А я не знаю, просто играть побольше на нем и все. Нет каких-то особых фишек? Нет. Для Мортиса? Нет? Не, по-моему, нету ничего. Куб часто его выбирает? Не. Куб просто много кубков пушил и играл на всех. Но единственное, чтобы я какое наблюдение отметил, это то, что на Мортисе важен именно момент. Если брать там Пайпер, Брока, это АИМ Перса, и ты должен просто хорошо попадать. А на Мортисе ты должен подобрать просто хорошо момент и грамотно залететь там. Можно на толпу ультануть, снова ульта, просто момент нужен хороший, и его нужно прочувствовать, чтобы нужно как раз таки играть. Побольше. Да, это максимально полный и детальный ответ. Какие вы пики чаще берете? Наверное, те, что чаще и работают, то есть что-то надежное, проверенное. Не так. Есть команды из Европы, которые готовы брать какую-то вообще, казалось бы, рофл пик нестандартный, но они могут на нем что-то показывать. Мы же стараемся не рисковать и больше играть на чем-то надежном. Какой у вас стандартный 3 героя? Сейчас мета очень большая, я бы не смог бы ответить именно каких-то 3. Конечно, если взять аналитику и просто проанализировать, там будет 3 цифры, которые чаще всего у нас берутся. Но допустим, куб Джина часто берет, если он доступен будет. Если его забанят, уже придется что-то другое брать. Прям чего-то одного нет постоянного. Хорошо, этот вопрос у нас постоянный, но все же ответьте, кто у кого любимый броулер. Можете сразу за Джейсона ответить тоже. У меня Джин. Брок,
получается, Джейсон, если не ошибаюсь, говорил Пайпер. У кота Макс, Калет была, у нее там менялось временами. Ну, короче, Макс вроде последний перс был его любимый. Окей. Так, вопрос очень популярный. Может, вы мне ответите. Где Слава Бебру? Почему в составе нет Славы Бебру? Вы шарите этот мем? Нет? Честно говоря. Я так понимаю, просто Слава Мерлоу любит в Brawl Stars играть. Я видел, да, что-то он даже какие-то там скетчи набрасывал, но, честно говоря, вот подробности этой истории не знаю. Да, в любом случае, я думаю, игра среди всех популярна, и есть много тем, которые даже мы можем не знать вообще прям. Логично. Но если у нас будет шоу-матч, вы как бы не отказываетесь с ним сыграть, правильно? Конечно. Супер. Так, почему вы решили пойти именно в Brawl Stars, и чем привлекла эта квалификация? Да мне просто игра понравилась, тут, не знаю, много чего интересного. Например, многие режимы там. И вроде бы все поэтому и понравилось. Там друзья тоже полетели в нее играть, скачал и я. А ты, Мама? Ну, я бы начал с того, что когда она только появлялась в бета-тесте в 2017 году, я тогда чуть Clash Royale играл, и типа меня тупо давили. То есть я так, без фанатизма, просто для себя чуть играл, и вот я понимал, что прокачка вот меня люто давит. Вышла БС, я чуть там поиграл, я в нее не донатил, потому что она не была доступна для России, там нельзя было ничего купить, даже если ты захочешь. Там страну, локалку, все это менять в App Store. Я просто чувствовал, что мне нравится играть, даже ничего не покупая. Типа персы падают, что-то находится, и вот так вот затянуло. Дальше уже, конечно, она начала развиваться, там вся эта так... Хайп-тема пошла, да. Начал донатить мне. Чуть-чуть, да. Но да, я задонатил одну спецуху, и мне сразу Лего выпало. И я тогда понял, что вся это моя игра. Потому что в Clash Royale такого не было. Не везло, может быть. Но, короче, вот так и затянуло. Тут вопрос тоже, опять, смотрите, больше к организации, но, возможно, вы там выразите свое желание с кем-то сыграть. Будет ли какая-нибудь коллаба с другими составами Нави? И это уже следующий вопрос. Какие эмоции после всех турниров? Давайте на первый пока ответим. Будет ли какая-нибудь коллаба? С кем бы вы хотели заколлабиться? Было бы круто. Блин, я, конечно, PUBG не играл ни разу, но я где-то в ТикТоке вырезку видел, их спрашивали, мол, где бы они смогли бы еще успехов добиться, они сказали, что в БС, но вот с ними было бы интересно и на их территории сыграть, и на нашей проверить. Блин, это прикольно. Это PUBG Mobile, правильно? Да, они сказали, что могли бы добиться результатов в БС. У нас как раз скоро буткемп с ними, так что, может, и вас пригласят. Хорошо, а какие эмоции после всех турниров? Вот следующий вопрос. Когда выигрываешь, конечно, все круто. Да, это какой-то очень общий вопрос. Вот давайте разберем конкретно. Какие эмоции были после Queza Cup? Ну, мы его еще играем. Вот после... Да, отборочные. Да. Пару матчей важных проиграли. Ровень, дабл матч-поинт. Это, то есть, решающий матч, когда и та команда на вылете, и мы. И вот такие матчи, конечно, обидно проигрывать. Лично мои эмоции, это вот... провести работу над ошибками, то есть, понятное дело, всегда горит с поражений, но вот хочется понять, что не так. Потому что многие из команд, которые, там, допустим, где-то нас побеждают, ты просто вспоминаешь, сколько ты раз их побеждал, и вот, типа, что в этот раз было плохо, вот, типа, у меня в голове, типа, досадные мысли и аналитика, вот, как-то так. А вот также прокомментируйте последнюю вашу игру в финале Trova Titans против Genius Gen тоже. Если затрагивать этот турнир, мы, короче, как я и говорил, сеты можно меняться. Иногда кто-то один может играть, иногда весь матч, только трое, которые заявились, должны играть. Там можно было меняться. Мы играли в сейф, это счет был 2-1. И, получается, куб вышел. Кастеры, которые транслировали эти бои, они были в друзьях у Куба. Куб вышел, мы 2 боя провели без трансляции, они нам там пишут, тегают, а мы даже ничего этого не видели. Но и нам эти бои не засчитали. У нас счет был 1-1, мы идем дальше, побеждаем следующий бой, и как бы если бы был бы тот же счет, то мы бы, грубо говоря, прошли бы дальше, и был бы счет 2-2. Плюс там баунти была очень близко. Ну как, нет смысла, конечно, оправдываться, но ключевая проблема была в том, что мы просто без трансляции сыграли, и это сказалось вот так вот. Это досадно, конечно, но я думаю, в будущем вы дальше будете выигрывать, и все будет четко. Будем стараться. Хорошо. Леон или Спайк выбирайте? Леон. Спайк. Вот и не выбрали. Хорошо. А как думаете, кого бы выбрал Джейсон в таком случае? Спайк. А кот?
Я думаю, тоже спайк. Леон сейчас стал актуален за счет нового гаджета, но чаще всего спайк был метой прям жестко. Окей, тут мне уже Куба рассказывала, что айпады, конечно, лучшие для игры, но вот все-таки есть вопрос, есть ли преимущество айпадов по сравнению с другими устройствами? Смотря о каких устройствах говорить, если говорить о устройствах, у которых будет меньше герц, то, безусловно, есть. Я знаю, вот, допустим, какие-то телефоны, точно не скажу название, мол, они тоже адаптировали, ты подрубаешь там режим, у тебя эти герцы усиливаются, но человек мне рассказывал, что он нагревается так, что он боялся, что он взорвется. То есть, ну, грубо говоря, если этих герц не будет, игра будет чуть замедленнее, и если ты привыкнешь к этим герцам, допустим, на iPad Pro 120 герц, ты будешь постоянно играть, зайдя вот на телефон просто так, покатав для себя, не турниры, у тебя будет просто замедление, как будто ты чуть с задержкой играешь. Вот, как-то кадры будут просто реагировать очень тяжело, и это, безусловно, преимущество. Ну да, конечно. Хорошо, как это ощущается быть про-игроком за Нави? Да, никак, в принципе. Ничего не поменялось в вашей жизни, да? Не, ну поменялось, конечно, но все равно. Как-то там писали, поздравляли вас? Это, конечно же, всегда Да, поздравляют. это безусловно. Типа, мне много человек отписали, которые уже в CS давно не играют, не следят за этим, но когда этот пост увидели, типа, офигели. А так, безусловно, это большая ответственность и большое давление. Ну, и как бы мы понимаем, что главное все это побороть, и чтобы организация нами гордилась, будем все делать для этого и будем как-то стараться. Сколько времени в день вы тренируетесь? Если брать вообще командную работу, то мы стараемся делать по 1-2 скрима в день. Сейчас у нас план вообще большой, типа стабильно каждый день делать по 2 скрима. В зависимости от результатов, насколько быстро идет скрим, это может длиться 3-4 часа, это только вместе командная работа, вон. Куб там с утра до вечера сидит без, я также сижу там, что-то для ютуба записываю, играю там, мастера пушил. Ну, короче, безусловно, там больше половины дня на это уходит минимум, я думаю, так. А как ты распределяешь время вот с Ютубом, с тренировками вообще? У тебя есть какое-то четкое разделение? Или ты просто когда хочешь, тогда записываешь видео на свой YouTube? Я стараюсь записывать каждый день, но если нету, допустим, какой-то более интересной темы, я могу чуть отложить этот план, но типа очень много времени забирает, и самое жесткое — это плавающий график. Так как я еще и являюсь официальным ютубером от Supercell авторов, есть определенный график, когда что-то опубликовывается от них, и вот я сначала, конечно, подстраиваюсь под него, потому что если все ютуберы выпустили ролик там в 7 вечера, а ты выпустишь его завтра с утра, ну, понятное дело, он уже так не особо будет интересен. Ну и вот, понятное дело, если ты что-то запланировал там в 7 вечера, а узнал такой анонс, то ты будешь эти планы двигать, ну, вот как-то так Ну, понятно, работает. да. А ты, Куб, как часто записываешь видео или стримишь? Вот стримлю я сейчас очень редко, а так я могу записать в один день там 4 видоса наперед и потом отдыхать. ММА учись, вот такой подход должен быть. 2 вопроса сразу. Леон или Шелли или Леон? Блин, я бы выбрал Леона сейчас. Да, Леон. Шелли сейчас вообще испытывает кризис, потому что если раньше под нее придумали одну связку, то сейчас даже танки, которые, казалось бы, для нее легкая мишень, это не так, потому что они копят ульту, и все, для нее это очень сложно. Она будет их дамажить, они будут копить ульту и снова на нее залетать, прыгать. Ну, короче, у нее вообще печальные сейчас времена. Куб, вопрос для тебя. Через какое время в планах выбиться в топы мирового рейтинга? Да хоть сегодня, почему бы и нет. Сегодня Как можно быстрее, думаю. Да, запланируй там на сегодня сразу после 4 видео. Ну, как проходит ваш день, как вы тренируетесь? Что-то особенное, может, есть там, не знаю, какие-то штуки, которые вы делаете каждый день еще помимо БС? Ничего. Которые просто связаны и относятся к БС, но не сам БС, да? Ну, в целом, да. Ну, или, не знаю, может, вот как проходит ваш день в целом? Вы просыпаетесь? Блин, он по-разному может проходить. Но я бы еще мог отметить, помимо самой игры, это аналитику. Нужно знать не только свои там сильные стороны искать и сильные пики, но и знать, что твои соперники любят банить, любят использовать. И вот это тоже очень большая часть, которая всегда находится за, так сказать, ширмой вот этой сцены. Есть много европейских сильных команд, и их основная сила — это их
там коуч, аналитик, и они просто знают, что чел будет юзать и что против него взять, как это сделать. То есть это тоже очень недооцененная тема, о которой многие даже не задумываются. Ну, тут еще, кстати, сразу вопрос про тренировки. Что в основном вы тренируете? Наверное, тренируем рабочие пики и как бы пытаемся иногда еще что-то искать новое, потому что бывает этого недостаточно. Окей. Сколько надо кубков, чтобы профессионально участвовать в турнирах? Да, кубки не важно, в принципе. Да, кубки не решают. Решают моменты, как ты можешь отыграть на том или ином персонаже. Есть типы, они, конечно, все равно там где-то на других аккаунтах своих поигрывают, но принципиально вот так на своем основном аккаунте он там никого не пушит, никем не играет только турниры, скримы, и типа вот показательно такое намекает, вот у меня мало кубков. Ну, то есть это такой, так сказать, небольшой понт, но как бы он тоже решает. Если брать даже вот там, я там одному типу помогал записывать ролик с чемпионом мира 2020 года, да, там были задержки, спорные моменты, но вот на вопрос по поводу кубков и так далее, он ответил, что вот этот глобал пуш вообще ничего не решает. То есть чемпион 2000, ну, действующий, вот 21 год будет, сменится чемпион или останется, посмотрим. Но вот действующий чемпион считает, что кубки вообще ничего не решают, решает командная работа и скримы. Это интересно. Хорошо. ММА, сложно ли тебе совмещать киберспорт, YouTube и быть еще при этом всем хорошим отцом? Да, по-любому сложно. Если бы мне было просто 17 лет и никаких забот, ничего, я бы здесь жил, и мне было бы куда легче все это там, типа, играть, рвать и так далее. Но в целом я всему этому рад. Я там работал поваром, работал на стройке там по 12-13 часов, и как бы есть чем сравнить, так что грех жаловаться именно в этом моменте. Да. Сейчас явно легче, чем на стройке, да? Да. Какое ваше отношение к Clash Royale сейчас? А я играю до сих пор, кстати. Иногда захожу, там 2 катки покатаю, все, и выхожу. Есть такое. Он для меня сейчас как таймкиллер. Где-то зашел в какое-то там заведение, там госучреждение, в очереди сидишь, зашел там катку скатал, чисто время убить, и вот это как-то чисто мое отношение на данный момент к игре. Может, следующий состав у нас уже по Clash Royale уже будет. Какая команда самая сильная, по вашему мнению? Тут в скобочках уточнение, кроме Нави, конечно же. Ну, по-моему, SK Gaming. Да, я бы согласился тоже с Кубом. То же самое хотел сказать. Они показывают самый стабильный результат. То есть именно еще и месячные, если брать финалы. Я думаю, что основной ориентир можно сделать на это, потому что самые большие бабки, самая большая конкуренция и количество вообще там игровых матчей именно там. И вот там они показывают самый стабильный результат. Как человеку, у которого, например, 29к кубков, попасть в организацию? Тут не вопрос про Нави, а в целом, типа, вот как ему пробиться в любую организацию? Это сложно. Если пошагово разбирать вообще весь этот движ, начать он должен с того, что он должен найти команду. А чтобы найти команду, я самый простой совет могу дать. Он все равно слишком обобщенный. Вот часто меня спрашивали, как я команду нашел. Но я всех ребят, с кем сейчас играем и так далее, я их и ранее знал, мы вместе где-то играли. То есть все зарождается с совместной игры в Global. Ты там перса какого-то на 30 ранг запушил, у вас хорошо пошло. Потом там еще сильный пик взяли, если только путь начинающий. Ты там взял самых сильных персов, которые могут решать, и более-менее можно ими апаться. Должна быть сыгранность, нужно понять, что вот, вроде неплохо, можно и турниры попробовать. Там где-то начать маленькие, там какие-нибудь даже бывает на 50 баксов, вообще мелочь для новичков, там никто сильный не придет туда за такой призовой. Но ты там можешь попрактиковаться, баны, пики и так далее. И вот если начнет получаться, будут результаты, стоит там что-то хорошее на турнирах показать, даже какая-то небольшая организация сама может тебе отписать, спросить, мол, не хотите ли там подписаться, таких тоже много ситуаций. Но самое главное там внимательные контракты читать, потому что многие из таких организаций могут поставить такой, так сказать, процент условий, что пацаны будут в шоке, лучше бы без нее были. Это я вот говорю прям про очень маленькие организации, но вот все с того и начинается, что ты там, может, в клане где-то или как-то еще найти единомышленников, с кем тебе удобно играть. У кого-то агрессивный стиль бывает, у кого-то более аккуратный. И вот это все должно устаканиться вместе, срастись, и вот тогда можно уже думать о организации. Сначала должна быть команда первым делом. А какая первая была организация у тебя, напомни? У нас была Outplayed,
вообще не особо известна кому-то организация итальянская. И как бы, да, вот мы сами тоже просто лишь бы куда-то попасть. И в какой-то момент прям, наверное, офигевали, как все там было. Ну, короче, так. Куба, а ты до Нави был в какой-то организации? Я просто не знаю. Да, я был в Blood Diamond. Мгм. И они тоже сами тебя нашли, да? Или ты? Да. Не, они меня. Ну, в общем, получается, играйте, и вас заметят. Правильно? Да. Совет даю. Есть такое. Вот. Хорошо. Так, ответьте за Бибиджиса, почему его называют котом? С 2017 года и там по еще какой-то, не знаю, точно не отвечу, когда это закончилось, но у него был ник «Пьяный кот». И я его постоянно называл кот, вот и вот так вот вышло. Вот так вот срослось. Получается, из-за тебя. Ну, может, не Хорошо. только из-за меня, но, да, типа, ну, прижилось. Просто кот все называли, вот так и остался. Готовы ли вы поехать сражаться перед большим количеством болельщиков? Например, если бы были лан-турниры. Да, я думаю, это было бы не проблема. Ну, лично для меня, понятное дело, это в любом случае сказывается. Даже если ты это не покажешь, никому не скажешь, все равно давление будет чувствоваться. Но я дрался и на больших аренах, там, где было вообще немерено народу, и там кричат. И мало того, что, типа, ты пришел туда, так тебе еще там, типа, по морде получать. И как бы, типа, скатать БС, я думаю, для меня лично проблемы не будет. Вы играете полным составом в глобале, и насколько часто? Получается ли у вас сыграться там? Мы не часто катаем, кстати. Да, надо исправлять. Но я бы сказал, что у нас, типа, ну, допустим, братья, последнее, что вот мы прям плотно сидели, это вот я, Куб и Кот, мы катали с новым персонажем, апали его на 35 ранг, и мы это сделали первый в России, в СНГ, и как бы, ну, типа, вообще проблем не было, даже были специальные стрим-снайперы, они контру брали, чтобы нас перебить, но, типа, мы на сыгранность все равно их вывозили. Хорошо, последний вопрос, тоже для ММА. Тут очень интересующий всех. В какой стране ты родился? Я родился в Узбекистане, в городе Ташкент. О, все, теперь мы знаем твою национальность. Хорошо. Это все. Спасибо вам большое. Может, хотите Всё. пару слов сказать? Я бы сказал, что болейте, ребят, за нас, будем поддерживать эту максимальную форму, насколько мы сможем, и обязательно постараемся порадовать вас во всех аспектах, закрыть все ошибки, которые у нас были. Мы, во всяком случае, очень жестко настроены, и есть определенный план. Не буду рассказывать, что мы планируем делать, но, безусловно, будем упорно работать. Если вам понравился этот ролик, то обязательно закидывайте лайк, ребята, и подписывайтесь на канал. Кстати, вот по поводу этой рубрики, если она вам зашла, то мы можем устроить вторую часть уже с полным составом. Обязательно напишите об этом, и мы это сделаем. В общем, всем удачи и всем пока.